Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 19 по 25 января 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать эту неделю. Этот гороскоп подходит абсолютно всем знакам зодиака, потому что я буду рассказывать общую тенденцию для всех и для любых декад, что делать можно, потому что на основе этих конфигураций, построения аспектов я точно так же записываю и свои большие гороскопы, прогнозы. Ну что, дорогие, поехали? Поехали. Следующая неделя с 19 января, на самом-то деле она начнется немножечко раньше, и вы почувствуете. Поздно вечером, 18 января, если смотреть по московскому времени, в 23:26 начнется новый лунный цикл, новолуние. Новолуние будет в Козероге. Да, фактически начинается 18 января поздно вечером, но 19 января весь день у нас по-прежнему с вами будет новолуние. Это новые лунные сутки. Солнце будет по-прежнему в Козероге, но Луна уже, правда, будет в Водолее. Поэтому мы будем, естественно, устремлены в будущее и понедельник, и вторник. Да, в понедельник Луна еще будет в Козероге, поэтому очень бы хорошо спланировать эту неделю как минимум в воскресенье, в понедельник. То есть 18-19 января обязательно нужно спланировать эту неделю. Если вы видите на астропроцессоре вот такую конфигурацию, всю неделю эта конфигурация у нас будет на небе. Я могу смело сказать, что она нам будет помогать. Что же здесь такого? Вы видите красные аспекты. В моем понимании, в моей настройке этой программы, красные аспекты – это благоприятные аспекты. Да, вот как-то мне так нравится красный цвет. Красный у меня – это благоприятные аспекты, поэтому здесь не надо бояться, нужно радоваться. И да, всю неделю у нас активная такая огненная, яркая энергия конфигурации в том числе, да, потому что если вы меня спросите, что же делать всю эту неделю, плюс-минус Солнце будет переходить из Водолея в Рыбы, в Овна, и только к концу воскресенья, 25 числа вечером, перейдет в знак Тельца. И только там начнутся напряженные аспекты. А так всю неделю у нас будут по большей части одни гармоничные аспекты. Про что здесь? Для того, чтобы кто планировал приобрести недвижимость, идеальное время. Сатурн в идеально гармоничных аспектах к Урану, к моментам будущего, все, что нацелено на будущее, к Плутону. То есть, если вы будете делать с помощью кредитных заемных денег, отличная история. Плутон – это всегда кредитные деньги. Если у вас есть какие-то накопления, тоже потрясающая история приобретения недвижимости, приобретения автомобиля, в том числе Уран в абсолютно гармоничных аспектах. Кто собрался у нас заниматься какой-то такой продуктивной, мощной работой, нацеленной на будущее, однозначно всю неделю только, да, новые проекты, Уран в гармоничных аспектах, да, искать новую работу сюда же. То есть неделя вообще таких больших, мощных возможностей, потому что редко в какие-то дни будут напряженные аспекты, а так в целом вот эта конфигурация всю неделю будет держать силу и мощь. Опять же, здесь есть сложности, не все люди могут выдерживать одновременно такое большое количество аспектов. Но вот просто нет такой закалки, мы все здесь люди разные, поэтому нет хороших и плохих. Здесь есть просто момент нашей выдержки, но я могу сказать, что если вот сейчас на этой неделе сделать многое, то там февраль будет попроще, вот так могу сказать. Отдавать долги – потрясающая история, выстраивать новый фундамент точно так же. Завершать работу, которая не нравится, получится уйти на очень хороших историях и найти новую работу тоже в гармоничном ключе. Не могу сказать, что здесь нужно делать какие-то импульсивные покупки, нет. Хотя очень захочется, потому что Венера с Плутоном перешла в знак Водолея. И здесь такая история, что хочется тратить там по прихоти на какие-то вещи, означающие там хайп, для того, чтобы выделиться. На технику можно. На инструменты своего труда сюда же, на обучение, образование, да, на поездки та же самая история, которая будет очень хорошо получаться.
Марс в Козероге, вкладывайтесь в свою продуктивность. Хорошая история для того, чтобы начинать спорт еще в воскресенье, 18 января. Да, вот кто будет смотреть, большая часть людей посмотрит этот гороскоп как раз-таки 18 января. Хоть вы мне скажете, что сил уже как-то в конце лунного цикла нет, но все же, если вы живете тем более в западном полушарии, то у вас это будет середина дня, 18 января. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому вы еще можете легко внедрить в свою жизнь как минимум спорт, планомерность, режим. И вообще понедельник, 19 января, очень хорошая история для того, чтобы как раз-таки работать с продуктивностью, нацеленной на будущее. И ни в коем случае распадается у нас оппозиция с Юпитером, то есть наши внутренние противоречия уходят от нас и заканчиваются 18 январем. 19 января все, только продуктивность, только вперед, только планомерные движения, нацеленные на будущее. Строим свой план, что вы всегда хотели делать, особенно вспоминаем свой момент времени, когда вам было 22, тогда был аспект Урана 44. Очень часто это такие моменты, полуоборот Урана это 11, квадратура точнее, 11 лет. И здесь момент такой, смотрите, очень часто у нас в эти моменты жизни нам хочется как-то выйти за границы дозволенного, показать своего истинного «я» и сделать такое эдакое что-то со своей жизнью. И, как правило, в 22, если еще это воспринимается нормально, то в 44 это воспринимается обычно как развод, увольнение с работы, надоело все, хочу обнулиться, хочу начать жизнь с чистого листа. Но нету той истории 20-летней, понимаете? Нет тех сил, нет тех возможностей, и уже не радуют все те истории. Почему? Потому что нужно взрослеть. Поэтому понедельник это такой день недели, когда мы еще вроде бы в Козероге, в взрослом знаке, да, но Луна у нас уже в Водолее. И вот во вторник, 20 января, Солнце уже тоже перейдет в 1 градус Водолея. Луна будет тоже в Водолее и в квадратуре с Ураном. Когда нам захочется прям вот так с дерзостью зайти. Поэтому все свои самые мощные, классные, продуктивные планы оставьте на понедельник. Вот прям прийти и победить. А если вы немножечко не уверены, то оставьте это на волю случая во вторник. Но все-таки понимаете, что энергия Урана – это вторая половина вторника, первая половина среды, когда Луна будет в Водолее в квадратуре с Ураном, то здесь момент хайпа будет не с таким результатом, как, например, это планируется в Козероге. В Козероге будет четко, понятно, да, расчетливо, но когда мы говорим про деньги, мы хотим четко понимать. Когда мы говорим про должность, про ответственность, мы тоже хотим понимать. Поэтому, если у вас какие-то должностные инструкции, какие-то такие моменты очень ответственные, отложите всю эту историю на понедельник. А если вы собрались, грубо говоря, поиграть на бирже, но опять же тоже посмотрите, да, насколько это стоит того. Потому что, опять же, неделя у нас нацеленная больше. Все-таки, если это будет продуктивно, основательно, потому что есть история впечататься в мошенническую историю. Потому что Нептун очень долгое время, и вторую половину 2025 года, идет вот прям рядышком с Сатурном и от него не отходит. И поэтому здесь есть такая история. Хочется легких денег и хочется, чтобы они приходили регулярно. Но так не бывает, понимаете, легкие деньги это всегда какие-то внеплановые быстрые проекты, моменты хайпа. Но опять же, если вы уверены в результате, а если вы только решили какую-то историю геймерскую в свою жизнь подгрузить, то это получится не совсем то, что вы хотите. Поэтому здесь, понимаете, результат во вторник, во второй половине дня может быть абсолютно разный. Поэтому все-таки Уран у нас в мощном аспекте с Сатурном и со всеми другими аспектами, которые тоже находятся в приземлении. Поэтому все четкое, планомерное, нацеленное на будущее, но на основании стабильности. В понедельник идеальный день. Во вторник уже все-таки захочется нам чего-то полегче. Здесь история обучения, инженерные, IT-моменты, образование, все, что связано с передвижением, с логистикой, тоже начинает работать очень хорошо. Если вы давно хотели запустить какой-то новый проект онлайн, онлайн-банкинг, например, что-то связанное с этим, история тоже будет работать хорошо, потому что Солнце находится все-таки у нас в соединении с Плутоном, а это вся банковская система, которая будет двигаться вперед и начнет активно очень хорошо работать. Поэтому если у вас здесь какие-то есть
опять же, банковские операции. Вторник, да, все, что связано с онлайном, но опять же, момент хайпа будет всегда неоднозначным, потому что Луна в напряженном аспекте с Ураном. Если бы это был бы гармоничный аспект, то это была бы такая приятная популярность, которая бы радовала, понимаете? А вот напряженный аспект, это, во-первых, когда начинает все сбоить, не работать техника. Во-вторых, будьте, кстати, аккуратны за рулем, здесь повышается невнимательность. Вторая половина вторника и первая половина дня среды 21 января. И да, что можно еще сказать? У нас 21 января Луна переходит в знак Рыбы во второй половине дня и потихонечку начинает съезжаться с северным кармическим узлом. При этом в широком, конечно, аспекте квадратуры с Ураном распадается, но опять же послевкусие остается. Когда у нас Луна в Рыбах, это всегда момент таких переживаний, депрессивных моментов. Поэтому я всегда говорю, когда вот вы в Водолее чего-то решили сделать, такое резкое, и еще перед этим есть на аспекты напряженные, которые не приведут к стопроцентному результату, потому что следом Луна идет в Рыбах. Это всегда момент либо разочарования, либо тот момент, в котором мы должны были ошибиться, а потом сидеть, наше осознание вот так-таки понимать. Это среда, 21 января. Хороший день для творчества, музицирования, музыкальных проектов, творческих. Все, что связано с медициной, психологией в том числе. И если вы давно хотели нечто новое такое внедрить, тоже хорошая история, которая будет работать в среду. Вопросы, связанные с переездами и миграцией, тоже хорошая история здесь. Главное, понимайте, для чего вам это нужно, к какому будущему это у вас приведет. Очень хорошо смотрите, потому что Луна в соединении с северным кармическим узлом, а это всегда нужно делать проекцию на будущее. То есть для чего? Потому что эти моменты у нас потом когда-нибудь откликнутся, и мы зададим себе вопрос, а зачем нужно было? Возможно, это нам все было не нужно вот так, или вообще не нужно, или можно было сделать что-то по-другому, спланировать, потому что когда Луна в Рыбах, мы, как правило, идем на поводу своих эмоций. Поэтому я могу вам сказать, что здесь хороший день 21 января для любви, романтики, творческой работы, работы по воодушевлению, если вам хочется нечто такое вот так вот сделать. Для писателей тоже хорошая история. Журналисты сюда же, когда вам нужно вдохновение что-то сделать, написать свой лучший хит, написать свой лучший рассказ. И это нужно тоже понимать. Контент-план написать сюда же. То есть все, что работает по вдохновению. 22 января это у нас четверг. В четверг Луна по-прежнему в Рыбах, но в приятном таком аспекте с Юпитером. Вот он такой красивый аспект, когда нам хочется куда-то вот так поехать. Поездки, командировки, все, что связано с Юпитером, обучение, образование. То есть мы себе в среду чего-то там навоодушевляли, в четверг нам хочется такого большого масштаба в своей жизни, в своей деятельности, выйти за рамки. И я хочу сказать, что это хорошо. И если у вас какие-то эмоциональные семейные вопросы, решение семейных вопросов, любовные вопросы сюда же, гуляние, свидание, вообще, когда Луна находится в знаке Рыбы, очень хорошая история, романтика, потрясающая для этого время. В работе, в какой-то планомерной сложно обычно что-то здесь делать, да, без воодушевления. А вот если что-то такое романтическое, легкое, устроить себе там, например, отдых, выходной, или если у вас на эти дни выпадают и выходные, 21-22 января, потрясающая история. Семейные мероприятия сюда же, принимать решения согласно всех эмоциональных событий в семье, любовь, романтика, выйти замуж. Очень хорошая здесь история, поэтому дерзайте, расширяйте свою семью, желание завести ребенка в этот день придет вам, оно тоже будет очень классное. Главное, понимайте, что вы к этому пришли и идете дальше. 23 января, 23 января у нас Луна переходит в знак Овна, вот там вечером, да, во второй половине дня. И вообще у нас весь этот день Луна будет идти в соединении, даже если в Рыбах в соединении с Сатурном, с Нептуном, и уже там в 18 вечера она перейдет по московскому времени, если смотреть в знак Овна. То есть первую половину дня это будет такая еще послевкусие энергии романтики, вдохновения.
Но, опять же, в соединении с Сатурном, когда мы уже не просто вдохновились, мы уже что-то делаем, реализуем, мы уже составили план, мы уже собрались недвижимость себе покупать, если мы собрались выходить замуж, жениться, мы уже реально примеряем себе там цвет стен, обоев. И это нормальная абсолютная история. Здесь хороши любовная история, потому что Луна еще и в соединении с Нептуном. Однако, если в вашей жизни, например, в конце 2025 года случились какие-то незакрытые истории в любовных отношениях, разрывы, разводы в том числе, потому что у нас 2025 год был годом очень, можно сказать, таким легким, но поднимите руку, у кого он был непростым. Поднимите руку, кому приходилось очень много принимать решений, держать себя на плаву, держаться, не разрывать связи, контакты, не хамить и прошлые истории. Так вот здесь будет такой момент урегулирования спора как раз-таки первая половина дня. Но во второй половине дня Луна уже будет в Овне. И, скорее всего, спор захочется разжечь снова. Вспомнить прошлое, вспомнить будущее, вспомнить все свои эмоции. И это вечер пятницы. А в пятницу мы обычно любим делать что? То, что мы хотим. Да, потому что Луна здесь будет уже в гармоничных аспектах. Уже у нас все перешло. И Марс, и Плутон, и Солнце, и Меркурий, и Венера. Все это уже находится в Водолее. Понимаете, о чем я говорю? Это пятница. И это когда мы уже такие все такие легкие, свободные, мы уже ничего не хотим решать. Луна у нас в Овне, мы готовы к приключениям, при всем при этом мы ожидаем романтики, мы нацелены на будущее, мы не хотим смотреть в прошлое. То есть вторая половина вечера пятницы, ну, то есть вторая половина дня пятницы у нас будет вот такой очень дерзкой по-овновски. Если у вас какие-то были сложные переживания в конце 2025 года, тогда здесь, конечно же, у вас будет такой момент взбодриться, по-другому на себя посмотреть, на свое будущее, перестать уходить, как-то утопать в меланхолии, взяться за себя, начать двигаться вперед, в будущее, в развитие. И это очень хорошая такая яркая будет дерзкая пятница, по крайней мере, ее вечер. Опять же, это может быть день, когда вы будете составлять план будущее. Не обязательно здесь уходить во все тяжкие, когда, конечно же, захочется, но это может быть просто овновская энергия, которая делает и делает и делает. Не обязательно хамить, потому что очень много гармоничных аспектов, хорошая история, продуктивная для работы, нацеленная на будущее. Если это новая работа, с удовольствием. Будет у вас такой большой мощный запас энергии и сил, поэтому в пятницу подключайтесь в работу, будет у вас хорошо, потому что на западном полушарии это еще будет на самом-то деле 23 число утра, когда Луна уже будет в Овне. Вот так это работает. Поэтому здесь, дорогие мои, понимайте, что на самом-то деле овновскую энергию тоже можно по-разному посмотреть. Может быть, это и разрушительная сила, как и наоборот ваша бесконечная продуктивность, которую невозможно остановить. Все только зависит от нашей силы воли. Все-таки Луна в соединении с Нептуном, когда у нас есть такое воодушевление, и в соединении с Сатурном, когда у нас есть приземление и понимание прошлого, будущего, в том числе и настоящего. Гармоничный аспект с Ураном. 24 января, суббота, Луна в Овне в абсолютно претензионном аспекте с Юпитером. То есть вечер субботы у нас Луна в квадратуре с Юпитером, когда нам хочется спорить, ругаться, доказывать всем, что они не правы. При всем при этом у нас будет внутреннее такое понимание, ощущение, что мы все делаем правильно. Но момент, когда можно испортить свою репутацию, не портите ее. Когда тайна становится явным, это тоже такой момент с вопросиками обратно в пятницу вечером. Понимаете, о чем я говорю, да? Для того, чтобы не было это как-то сложно для взаимоотношений, в том числе потому, что у нас и Марс, и Венера, они в Водолее. Это когда хочется свободных отношений. Опять же, смотря у кого какая натальная карта, но тенденция будет вот такая, что захочется нам с этого нового лунного цикла, вот еще 19 января нас поддержит в таком приземлении Козерога, а 20 января мы все ускоримся, и нам захочется вот так вот рубить все канаты, все начинать быстро форсировать события и не оглядываться на прошлое, но
Будьте в настоящем, принимая каждое решение в отдельный день. Суббота плохой день для ссор, для ругани. Будет получаться очень хорошо ругаться, рвать контакты, портить репутацию, портить свои связи, взаимоотношения с людьми. Захочется резко куда-то уехать. На напряженном аспекте получится не очень. Получится неудовлетворение от этого всего. И 25 января у нас Луна в конце дня перейдет в знак Тельца, но уже все-таки у нас весь день будет Луна в Овне и в квадратурах к Марсу, Плутону, Солнцу. И уже вот так вот с 25 мы на 26 придем, когда у нас все вот это большое скопление планет, которое называется стелиум, вот я его показываю, да, если астрологическими терминами разбираться, у нас это все будет в квадратуре к Луне в Тельце. По факту Луна в Тельце — это такая гармоничная, приятная позиция, когда мы хотим бьюти-сферой, красотой занимаемся, хотим, отдыхаем, себе какой-то такой приятный день делаем, день романтики в том числе, да, отдыха, нацеленный там на свои какие-то хобби. Но опять же, здесь будет день 25 число и 26 сюда же, когда нам захочется резко денег, финансов, повышений, захочется оцененных, видимых результатов своего труда, потому что там вот это все подкрепляет амбиции Плутона. И эта история у нас уже будет 25-го вечером работать. Так мы будем завершать эту неделю. И новая неделя у нас начнется очень бодро. Захочется дерзко, мощно стартануть в работе, заработать много денег, подключить все свои связи. Мы перестанем стесняться, мы будем перестать думать: ой, да ладно, мы в легкости. Здесь захочется уже потом очень сильно, очень мощно. И да, там 26 января 2026 года у нас Нептун меняет знак и переходит в знак Овна. Но об этом я расскажу на следующей неделе. Поэтому здесь, дорогие, могу сказать, что неделя с 19 по 25 января очень классная, мощная, потрясающая. Когда мы можем с самого начала спланировать себе все, что мы хотим сделать. И на самом деле в эту неделю можно прям максимально свой ежедневник распланировать, что мы хотим сделать. Главное, смотрите, когда Луна у нас будет в Рыбах, нам будет максимально жалко. Вот когда она у нас в Водолее либо в Овне, мы будем более хладнокровны, мы будем способны принимать решения, мы будем нацелены на будущее, мы будем действенны. В Рыбах, конечно же, эта история будет такая меланхоличная, флегматичная, нам захочется как-то подождать, как-то побыть в позиции жертвы, нам будет казаться, что мы не уверены. Пока Луна у нас в Водолее либо в Овне, это наше движение, это когда мы можем договариваться, это когда мы можем делать. Планируйте максимально классно свою неделю для того, чтобы завершить все незавершенные дела с уходящего года и начать новое. Неделя идеально подходит для новых проектов, для новых движений, для новой ступеньки в вашей жизни, потому что много чего нужно сделать до коридора затмений, который начнется с 17 февраля 2026 года. И эта неделя начинается с новым лунным циклом, когда вот если мы больше всего сделаем, то там у нас уже будут просто продолжение всех наших дел. То есть мы будем на плаву. Мощная, классная неделя подходит для всех вообще видов сделок, для вообще всех операций, нацеленных на свое будущее. Я все это уже сказала, повторяться не буду. Поэтому, если у вас остались свои вопросы, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Если у вас что-то будет очень интересное, выходящее из ряда вон, я вам обязательно напишу. А так, дорогие, я желаю вам продуктивной недели, больших свершений, нацеленных на будущее. Не сидите, не ждите лучшего момента. Он на этой неделе с 19 по 25 января. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам успехов и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.